В этом видео познакомимся, пожалуй, с самым функциональным телевизором бюджетной 6 серии, оснащенным 32-дюймовым Full HD IPS экраном, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth модулем версии 5.0, совмещающим в себе передатчик и, внимание, приемник сигнала. Он управляется самой удобной и человечной телевизионной системой WebOS 4.7.2 Goldilocks Tuggulaga с помощью аэропульта и смартфона. Поддерживает голосовое управление, а также голосовой поиск. Интегрируется в систему умного дома и управляет другими бытовыми устройствами в этой экосистеме. В этом обзоре для наглядности и легкого восприятия информации я неоднократно буду сравнивать новый телевизор с используемыми мной долгое время телевизорами Samsung UE32F5500 и LG 55UH850V с соответственно Full HD и 4K матрицами. Диагональ экрана телевизора 80 см или 32 дюйма. Покупал в минском интернет-магазине Socket Buy. Покупка под заказ, бесплатная доставка через 2 дня. Все ссылки в описании к видеоролику. Картонная коробка стандартной расцветки, на которой проиллюстрирован LG Smart телевизор. Расшифровка его модели подскажет, что телевизор имеет экран диагональю 32 дюйма, L – это Full HD разрешение, оснащенный LED подсветкой, M – год выпуска 2019, 6 серии, модель 350, P предназначен для рынка Европы, L оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, T, T2, SS2, кабельного, эфирного и спутникового телевидения, A – это особенности модели. Аппарат произведен в России в январе текущего года. С техническими характеристиками этого телевизора можно ознакомиться на официальном сайте, здесь имеется ссылка. Выбор пал на эту модель, потому что, во-первых, и это не главное, у меня уже есть пользование телевизор LG 55UH850V под управлением WebOS 3.3.4. Основное – это операционная система WebOS. Для меня самая удобная именно телевизионная система, если сравнивать с Tizen. Потому что Android – это все же универсальная система, и она оптимальна для смартфонов и других прочих гаджетов, возможно, для телевизионных приставок. Хотя, если бы приставка была на WebOS, я бы выбрал именно ее. Это модель 2019 года выпуска. На официальном российском сайте компании LG в линейке телевизоров с экраном диагональю 32 дюйма представлены 13 моделей. Еще доступны серии 2017, 2018 и 2019 годов. В прошлом 2020 году компания ничего нового не представила, а слишком древние модели я не рассматривал к покупке, поэтому остановил выбор на модели 2019 года. А это LM550, 570, 630, 6350 и 6390. Из них первые 3 имеют матрицу всего лишь HD разрешением, и они мне уже не интересны. Остаются 2 модели, одна из которых в белом корпусе, которым я безразличен, поэтому купил LG 32 LM 6350 PLA. Именно такой экземпляр сегодня на обзоре. Кроме того, это умный аппарат, и бюджетная 6 серия уже оснащен фирменной системой обучаемого искусственного интеллекта IA-ThinQ. И для этого телевизор комплектуется фирменным пультом указкой Magic Remote. Управление и видеообработка построены на 4-ядерном процессоре, есть поддержка активного HDR и кодеков многоканального звука. В комплекте с телевизором гарантийный талон и чек от минского интернет-магазина Socket Buy, в котором я его приобрел со скидкой по такой дисконтной карте за 781 рубль 47 копеек. Это менее $300 США. Далее такой небольшой лист, в котором перечислены комплектация, проиллюстрированные элементы, инструкция по подключению к периферийным устройствам, по установке батареек и его габариты. Гарантийный талон и руководство пользователя на русском, белорусском, молдавском, казахском, украинском и даже монгольском языках. И здесь же представлены его технические характеристики. Далее лист с предупреждениями на нескольких языках. Данные по энергоэффективности для различных моделей телевизоров. Далее перечислены требования для использования фирменной обучаемой системы искусственного интеллекта. Такая наклейка энергоэффективности и сертификат на бесплатный доступ в течение месяца к контенту онлайн-кинотеатра Ivy. Здесь нужно стереть и полученный код активировать в своем аккаунте. Шнур питания длиной 1,5 метра с солеобразными коннекторами и евровилкой. Это удобно, если телевизор закреплен очень плотно к стене. 2 пластиковые и очень легкие опоры. Далее фирменный пульт Magic Remote с инструкцией, его модель ANMR19BA. И в отличие от подобного пульта в том, что он уже имеет кнопку прямого доступа к онлайн-кинотеатру Ivy, кнопку поиска видеоконтента. В него встроен микрофон, он связывается по Bluetooth и инфракрасному каналу, и имеется такая кнопка подтверждения со скроллом. Далее 2 батарейки к нему типа АА фирмы Bexel, а также 2 самореза для фиксации опор. Вся комплектация. Телевизор в сравнении с моим Samsung 2013 года для 2019 года, очень толстый.
Его толщина около 8,5 см. Снизу имеются позиции для крепления двух пластиковых опор. Опоры оснащены силиконовыми вставками. Минимальная ширина стола или тумбы для установки этого телевизора 61 см. Здесь же по бокам в глубине за решетками скрыты два 5-ваттных динамика по системе 2.0. В центре единственная кнопка управления. В отличие от ранних моделей, где был размещен джойстик, здесь всего лишь одна кнопка. И в этот же корпус встроен светодиод дежурного режима. Задняя крышка черная пластиковая, немного прогибается при нажатии на нее. Сверху в канавке отверстие для вентиляции. Если стоять лицом к экрану, то под правую руку подпадает разъем питания. В центре отверстие для крепления кронштейна по стандарту веса 200 на 200 мм. А уже с левой стороны, под стикером, на котором указаны модель телевизора и требования к источнику питания, в углублении имеются два порта HDMI стандарта 1.4. Ниже аналоговый компонентный вход в видео, совмещен с композитным, и вход для двух каналов звука. Разъем RG45 для подключения LAN кабеля, оптический выход звука, разъем для подключения спутниковой антенны и разъем для подключения кабельной и эфирной антенн. И на левом торце также в углублении есть карт-слот для дешифрования телевизионных каналов, два порта USB 2.0 и еще один порт HDMI IRC, обеспечивающий выход звука. Обращаю внимание, что выхода для подключения проводных наушников телевизор не имеет. Однако он оснащен модулем Bluetooth версии 5.0, который позволяет подключить беспроводную активную акустическую систему и беспроводные наушники. Рамка шириной 1,5 см, как и в моем Samsung, оклеена транспортировочной пленкой. В нижней части только логотип LG. Если тыльная стенка с периферийными разъемами скопирована с модельного ряда прошлых лет, например LG 32 LK6100, то фронтальная часть имеет отличие. Я уже снял все защитные пленки и сразу отмечу, во-первых, рамка имеет не закругленные, а прямые углы, и телевизор уже не напоминает своим видом гигантский планшет. Рамка со всех сторон шириной 1,5 см. Выступающая снизу подставка такой же ширины смотрится с рамкой гармонично. Во-вторых, рамка спереди имеет текстуру обработанного металла. Это такие мелкие царапины и в некоторых местах даже потертости, которые мне не нравятся, но на черном цвете они не особо заметны. Ну а с торца рамка глянцевая. Телевизор оснащен IPS-матрицей с LED-подсветкой. Экран утоплен на 2 мм. Он глянцевый, поэтому в нем хорошо отражаются окна, лампы и все то, что мешает просмотру. Габариты телевизора: ширина 73,5 см, высота без подставки 43 см. Первый запуск телевизора дольше обычного. Необходимо будет привязать к нему пульт, выбрать один из 35 доступных языков, включая русский, и страну вещания, в моем случае Беларусь. Настроить подключение к сети и телевизионные каналы. Данный аппарат комплектуется только одним пультом, который подключается и управляет телевизором по инфракрасному и радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Для его регистрации нужно удерживать кнопку ОК, после чего 3 раза мигнет подсветка кнопки включения и на экране появится соответствующее уведомление. Пульт с указкой. При движении руки с пультом по экрану перемещается курсор, размер и скорость перемещения которого можно изменить в меню настроек. Подобный пульт прилагается к телевизору LG 55 UH850V, только там модель AN-MR650, а в новом AN-MR19BA. И как оказалось, через инфракрасный канал пульты одинаково управляют обоими телевизорами, но зарегистрировать пульт с неродным телевизором невозможно. Вообще же пользоваться пультом очень удобно. Он эргономичный, его корпус из черного пластика, верхняя грань имеет фактуру подобно фанере, кнопки резиновые, разнесены по назначению, отличаются по форме. Основные кнопки регулировки громкости и переключения каналов тактильно вы не перепутаете. В отсутствие пульта телевизор можно управлять кнопкой внизу корпуса, где подсвечивается светодиод дежурного режима. Однократным нажатием включается телевизор. Это не джойстик, как был в ранних моделях. Здесь всего лишь одна кнопка, которая вызывает меню. Мне показалось управление ею неудобным. Для вызова меню нужно нажать на нее. Здесь можно активировать телевизор в рабочий режим или перевести в дежурный, переключать внешние источники сигнала, регулировать громкость и переключать каналы. Однократным нажатием выбираем нужный пункт. Затем удержанием кнопки активируем данный пункт. И снова однократными нажатиями осуществляем регулировку или переключение. Это вот то удержание кнопки, то однократное нажатие, постоянно в этом путаешься. Ну и в итоге такое управление мне неудобно. Мой телевизор сразу же обновился до версии ПО 04.72.25. Это можно посмотреть в меню настройки, закладки «Общие», сведения о телевизоре. Здесь можно также активировать автоматическое обновление. Пункт меню «Информация о телевизоре» отображает его модель и версию WebOS. И здесь видно, что доступен объем 460 из 590 мегабайт внутренней памяти. И она используется исключительно для работы с приложениями. Функцию записи какого-либо контента на внутреннюю память или внешние USB накопители телевизор не поддерживает. Отмечу, что меню в этом телевизоре такое же полное, как и в старшей модели, но отличается некоторыми пунктами.
К ним можно перейти несколькими способами. Если нажать на кнопку пульта, обозначенную шестеренкой, то откроется быстрое меню. В этой версии WebOS 4, в отличие от WebOS 3, оно находится уже слева, а не справа. Это меню представляет собой столбец иконок для быстрого выбора пресетов изображения, формата экрана, пресетов звука, аудиовыхода, таймеров, сети. И последний пункт открывает полное меню настроек. Также его можно сразу вызвать удержанием этой кнопки пульта шестеренкой. Соответствующую закладку меню быстрых настроек можно вызвать, нажав на кнопку пульта Home, и она в этом списке последняя, также обозначена шестеренкой. Но вообще-то, как я понял, данная версия ПО настроена именно на голосовое управление телевизором. Именно поэтому многие пункты меню и закладки не имеют прямого доступа к ним, не так явны, скрыты в недрах телека. Например, чтобы ознакомиться с электронным руководством пользователя, который в телевизоре 55UH850V имеет соответствующую закладку, нужно аналогично через кнопку пульта Home и закладку «Панель управления» перейти сразу к параграфу руководства подключения других устройств, а затем кнопкой возврата вернуться на титульную страницу. Но проще это, а также выполнить другие действия с телевизорами, подав голосовую команду, например, руководство пользователя. Переключаюсь на приложение руководства пользователя. В обоих аппаратах активирован режим быстрой загрузки, что повышает энергопотребление в дежурном режиме, но однако ускоряет его перевод в рабочий режим. Продемонстрирую скорость перевода обоих телевизоров в рабочий режим. Итак, стартую. Раз. Ну почти одновременно, хотя 850 модель на долю секунды оказалась шустрее. Но при загрузке приложения телевизор старшей серии значительно опережает телевизор младшей серии. Изображение на экране телевизора LG 32 LM6350 PLA имеет нейтральный цветовой баланс, естественный белый цвет. Все четко и очень контрастно. Телевизор Samsung UE32F5500 не может этим похвастаться, и добиться настройками сходства с изображением на телевизоре LG мне не удалось. Вероятнее всего, в Samsung используются светодиоды подсветки или, возможно, светофильтры с розовым отливом. И еще в нем используется развертка с частотой 60 кадров в секунду, что заметно по мерцанию, а в новом телевизоре 50 кадров в секунду. И, кстати, функция TrueMotion, которая повышает частоту кадров в динамических сценах, здесь в закладке параметры изображения, в отличие от того, как было в большом телевизоре, здесь отсутствует. В числе преимуществ IPS-матрицы широкий угол обзора, что особенно актуально для маленького телевизора на кухне. Здесь используется светодиодная подсветка Direct. Черный цвет смотрится выигрышнее, чем в моем большом телевизоре LG. В настройке изображения имеется 8 пресетов и возможность пользовательской настройки путем регулировки параметров изображения. Телевизор оснащен активным HDR10 Pro, HDR Dynamic Tone Mapping, системой HLG Dynamic Color. Телевизор автоматически переключает настройки изображения на пресет с настройками HDR при воспроизведении соответствующего контента даже на YouTube, а не только с периферийных устройств. В меню настройки звука есть 6 пресетов. Оптимальный для меня я выбрал стандартный. В пресете стандартный можно также включить режим Virtual Surround Plus. И задействовать эквалайзер. И продемонстрирую громкость телевизора. Это вариант настенного крепления на кухне. Звук достаточно громкий для небольшого телевизора. Если же включить режим Virtual Surround Plus, то он станет несколько громче. Также можно выключить режим автоматической громкости в дополнительные настройки режим громкости и выбрать величину увеличения громкости высокая. Но звук не яркий, не сбалансированный, полностью отсутствуют басы, даже при том, что есть возможность подстройки эквалайзера. Присутствуют высокие и средние частоты, обеспечивающие внятное воспроизведение человеческой речи. Но в сравнении с большим телевизором заметно полное отсутствие басов. Однако телевизор оснащен цифровым оптическим выходом звука, а также Bluetooth модулем версии 5.0, что позволяет подключить к нему внешнюю акустическую активную систему, а также беспроводные наушники.
И, кстати, можно со смартфона или ноутбука через Bluetooth наоборот транслировать музыку на динамике телевизора. Как я сказал в начале ролика, здесь установлен Bluetooth трансмиттер и приемник. Телевизор может считывать контент с USB-устройств с файловыми системами только NTFS и FAT32, а также с внешнего жесткого диска с питанием 5 вольт, током 500 мА и объемом до 2 терабайт. Встроенный мультимедийный плеер управляется или кнопками на экране, или физическими кнопками Play-Pause, которые добавлены на данную модель пульта. Возможно ускорение воспроизведения до 16 крат. Можно выбрать дорожку многоканального звука, записанного с AAC кодеком, и язык субтитров. Воспроизводит контент большинства видеоформатов с кодеком сжатия H264, но вообще отказывается воспроизводить видеофайлы с расширением MOV и контент 2К и 4К разрешением, то есть не выше Full HD. Телевизор обладает поддержкой отображения телетекста и несколькими режимами энергосбережения. Поскольку это смарт-телевизор, то он способен просматривать контент, размещенный в интернете. В этом поможет фирменный магазин приложений, где для загрузки доступны популярные онлайн-кинотеатры, браузер, стриминговые радиотенера, а также некоторые игры. Ну а самое главное, Wi-Fi модуль, который обеспечивает надежную бесперебойную связь с роутером в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. В этом я уже убедился, и кроме того есть возможность подключиться по кабелю. Можно редактировать закладки с приложениями. При наведении курсора на некоторые закладки доступен предпросмотр контента, размещенного на них. Но самые популярные приложения можно зашить для быстрого доступа к ним на кнопке цифрового поля пульта. И нажимая кнопку 1, например, сразу открыть YouTube. Кстати, в приложении YouTube для воспроизведения на этом экране доступен контент максимального разрешения 1080 пикселей. А в моем прошлом телевизоре Samsung только 720 пикселей. Данная версия WebOS 4.7.2 и соответствующее приложение YouTube позволяют управлять круговым вращением с помощью кнопок пульта вверх-вниз, влево-вправо для просмотра контента, записанного с круговым обзором 360 градусов. Также доступны технологии ScreenShare, Miracast DLNA, Intel WiDi для трансляции контента с мобильных устройств на экран телевизора. Но последний, кстати, не позволил мне подключить беспроводный экран к ноутбуку, как я это легко делаю с телевизором LG 55 UH850V. Беспроводные модули также позволяют управлять телевизором со смартфона через фирменное приложение LG TV Plus, интерфейс которого представляет, в общем-то, пульт. И LG ZenQ, в которой интегрирован пульт, но оно имеет широкие возможности для управления умным домом. В этом приложении потребуется активировать свой логин LG. Здесь можно создавать различные сценарии, в которых прописан алгоритм управления устройствами бренда. Для этого в настройках приложения переходим в пункт Routine. Заметьте, все приложения доступны на русском языке. Здесь можно строить спящий режим, например, для освещения, режим отсутствия для робота-пылесоса, режим свежего воздуха для кондиционера. У меня парк аппаратов никакой, только два телевизора, один в гостиной, другой на кухне, поэтому продемонстрировать вам здесь нечего. Данная версия операционной системы WebOS также позволяет запрограммировать комплектный пульт Magic Remote для управления им периферийных устройств сторонних производителей. Например, DVD-плеером Philips, который транслирует контент через композитный вход в видео с помощью кабеля с RCA-коннекторами. Управление им осуществляется через инфракрасный канал. Ну и подведем итоги. Это недорогой, но многофункциональный телевизор, который управляется современной системой WebOS 4.7.2 и именно заточен для голосового управления, построенного на обучаемом искусственном интеллекте. В отличие от моделей старшей серии, в конструкции корпуса телевизора не используется металл, а только пластик, что его удешевляет. Пожалуй, основное, что бросается в глаза именно в сравнении со старшими сериями, это проигрыш в быстродействии операционной системы. То есть не хватает ему то ли оперативной памяти, то ли не такой шустрый процессор. Но все, для чего предназначен именно телевизионный приемник, это четкое изображение и приемлемое звучание в нем присутствует.
В нем используется Full HD IPS экран с хорошим запасом яркости и высокой четкостью, который обеспечивает очень детализированную картинку с естественными цветами, нейтральным балансом белого, но доступно отображение глубины цвета только 8 бит. Телевизор предназначен для просмотра телевизионных передач и видеофильмов, а также контента, размещенного в интернете. Громкий звук, но с полным отсутствием басов. Возможно, кому-то будет неудобная подставка, потому что она фиксирует телевизор только в одном положении, и для его установки потребуется широкая тумба. Как кухонная модель телевизора, если его подвесить на кронштейн, меня полностью устраивает. Углы обзора очень широкие. Bluetooth и Wi-Fi связь надежные. Ну а вас же попрошу оценить этот видеоролик, подписывайтесь на канал, и мы скоро обязательно здесь встретимся. До встречи, пока!